Привет всем! В этом видео я сделаю обзорчик, расскажу про эндоскоп с самой тонкой камерой. Данный эндоскоп имеет толщину 3,9 мм. Бывает их два варианта. Вот это у меня проводная версия, то есть она подключается к смартфону Android либо компьютеру через разъемы. Вот у нас есть тут micro-USB разъем, USB и с переходничком на Type-C, то есть все варианты есть. И также есть Wi-Fi версия, добавляется там еще Wi-Fi модуль, блочок такой с аккумулятором, и с помощью него уже эндоскоп подключается к телефону через Wi-Fi. То тогда этот эндоскоп еще можно будет использовать на айфонах либо айпадах, то есть по беспроводному соединению. Ну а такая модель подходит на Android и Windows. В комплекте идет сам эндоскоп, длина провода у нас 1 метр. Кабель полужесткий, он может запоминать форму, то есть там внутри какая-то либо проволока жесткая находится, и когда вы загибаете, он в этом положении и остается. Ну там если на длину, то конечно уже не особо держится, начинает его чуть-чуть колбасить. Но не провисает, как обычный кабель, то есть проволока внутри жесткая. Диаметр камеры, сейчас мы померяем, как указано, 3,9 мм. Вот мы сейчас померяем штангенциркулем. 3,91 получилось. Ну, штангенциркуль такой китайский, неточный, ну, примерно 3,92. Вот диаметр цилиндра вот этого, в котором размещена камера. А здесь длина самой трубочки металлической получается 4 сантиметра. Ну, сгибать можно чуть дальше, то есть уже где-то вот так. Я думаю, сильно перегибать этот провод не стоит, потому что со временем, я думаю, он может из-за этого выйти из строя. То есть чуть-чуть гнем нормально, но какие-то сильные перегибы, я думаю, со временем в этом месте может переламываться и проволока. Поэтому я сильно гнуть его не рекомендую. В комплекте также у нас есть насадки. Здесь у нас зеркальце под углом 90 градусов. Крючочек вот такой, если что-то нужно зацепить. Магнитик. Вот магнит у нас. Если что-то уронили, можно с помощью магнитика достать металлическое зеркальце. Оно смотрит под углом 90 градусов. И это запасные крепления. Если вы обломали, то можно заменить на зеркальце, либо на крючочке крепления. Фиксируется оно с помощью зажима. То есть мы вот так вот одеваем и защелкиваем. Вот он висит. Можно поворачивать. Вот, ну, так сам не спадет. И проволочку мы можем подогнуть. Я думаю, когда его включить, стоит будет отрегулировать на этой проволочке, чтобы он показывал четко. На зеркальце у нас защитная пленка, оно мутное. То есть вы уже перед использованием эту пленочку снимаете. И зеркальце у нас начинает более-менее что-то отражать. Но это зеркальце пластиковое, оно не такое четкое, как и настоящее стеклянное зеркало. То есть какая-то мутность есть. Ну, проверим, посмотрим, как оно показывает с помощью зеркала. И для примера я подключу телефон. Посмотрим, как оно показывает. Приложение можно скачать то, которое указано в инструкции, либо камера Фи. Я ссылочку на него оставлю. Я уже делал обзор на другой эндоскоп, и там такое же приложение используется. В принципе, на всех проводных эндоскопах приложение одинаковое. И пришлось взять другой телефон, потому что там micro-USB разъем у меня уже раздолбался. Нормально заснять не получилось. Берем уже через переходничок с Type-C. Подключаем. Приложение автоматически запускается. То есть вот оно сразу включилось. Подсветочка включилась светодиодная. Здесь 6 светодиодов вокруг камеры находится. Вот. И вот выводится у нас изображение на телефон. Для начала я покажу, как оно показывает без зеркальца. Конечно, зеркальце мне не очень понравилось, как оно. Видали мы зеркала и получше. Вот у нас так вот подсветочка регулируется. То есть можно выключить, можно чуть-чуть включить. И вот это максимальная яркость. Качество изображения. О, для примера вот сюда я покажу на цифры. То есть вот. В принципе, четко показывают. Где-то расстояние. Вот у нас 1 сантиметр уже не особо в фокус попадает. Но 2 сантиметра вообще идеально четко. 3 сантиметра. Отдаляем 5 сантиметров. Ну, дальше уже хуже становится видно. Ну, где-то идеально видно это
3 сантиметра, вот. То есть вообще изображение все четкое. Все можно рассмотреть. Для примера я взял вот такую вот кружку металлическую. И опустим туда эндоскоп, посмотрим, как видно будут потертости. Обычно с помощью эндоскопов заглядывают в цилиндр. Вот у нас опускаем в кружку. Вот так у нас видно дно. Можно даже яркость подсветки уменьшить, чтобы не так блестело. Вот у нас видимость. Но это дно чашки. Вот, если под углом смотреть на цилиндр, вот боковинки. Вот так видно. Вот эта подсветка на максимальной яркости, то есть снаружи свет не попадает. Можно чуть уменьшить. Вот это видно. Налет на кружке. И ложкой тоже поцарапано. То есть вот так видно. И оденем зеркальце. Ну, зеркальце мне не очень нравится. Я уже посмотрел и вам сейчас покажу. Просто в эндоскопах, которые побольше диаметр, у них и зеркальце побольше идет. И получается, что качество в большом зеркале лучше видно, чем в этом. Но я думаю, тоже что-то увидеть получится. То есть опускаем мы вниз. Вот, смотрим без света. Ну вот я навел. Видно боковую стенку. Что-то рассмотреть можно, но не очень оно с зеркалом видно. Вот так. Вот где-то царапины видно. Но качество хуже. То есть вот, если смотреть сбоку, тоже видно боковую стенку, то просто эндоскопом смотреть без зеркала будет намного лучше. И померяем диаметр камеры с зеркалом. Посмотрим, какая тут толщина. Получается 7,2 мм с зеркалом получается. Если еще пластик добавить, вот максимальная 9 мм. То есть уже смысл пропадает от этого тонкого эндоскопа. Если использовать зеркалом, то 9 мм должно быть отверстие, чтобы зеркалом просунуть. Ну, мне кажется, пользоваться зеркалом в данном случае нет смысла. То есть 3,9 мм сама камера намного будет интереснее. И видно все отлично. И качество изображения тоже, в принципе, хорошее. Камера здесь 1,3 мегапикселя и расширение видео 1280 на 720, то есть HD качество. Получается, ну, для эндоскопа это отличное разрешение. Все видно, все передает картинку четко, можно все рассматривать. Ссылочку на данную модель я оставляю в описании. Также будет ссылочка Wi-Fi версии, если вам нужна. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.